Это были ответы на вопросы под моим постом в Инстаграме. А теперь отвечу на вопросы, задаваемые вами под моими видосами. Я, наверное, пропустил ответ на этот вопрос, но спрошу. Вы с женой детей планируете? Такого вопроса еще не было, а точнее, как-то я когда-то давно рассказывал про яйцеклетки. Но да, мы планируем детей. Сколько тебе лет? Ты выглядишь очень по-взрослому и сурово, но голос у тебя как у подростка. Спасибо. 36. Задали некорректный вопрос, точнее написали: прошу прощения за некорректный вопрос, но пользуются ли трансгендерные люди своими половыми органами в сексе? Может, это неприятно или что-то такое? Я приблизительно представляю, что транспарень может использовать разные штуки, типа тех, что ты распаковывал. А каково транс-девушкам? У них, наверное, в голове отторжение члена. Не причиняет ли им дискомфорт пользования им? Я ответил на этот вопрос ссылкой на одну статью, которую напечатали относительно давно уже, собственно, в Knife Media. Я скину ссылку под этим видео, и там довольно хорошо передали мои слова. То есть мне задали как раз вот эти вот вопросы, и я рассказал свое мнение по поводу возможной гендерной дисфории, что касается низа у транслюдей и о том, как транслюди занимаются сексом. Почитайте. Если все еще будут вопросы, то пишите. Несколько человек спросили меня про то, что у меня там по гистерэктомии, чтобы рассказал там апдейты и рассказал, какие у меня уровни гормонов. Я сделаю об этом отдельное видео, чтобы оно не утонуло как бы вот в этих вопрос-ответах. Давно интересовало, станет ли меньше простудных заболеваний. У меня вот организм дико слабый вообще. Станет ли как-то лучше в этом плане? Чуть ли не вечная слабость. Я, кстати, тоже почему-то на это надеялся. Честно говоря, по-моему, моя жена более крепка в плане иммунной системы, чем я. Так что, мне кажется, это очень индивидуальная штука. Я болею примерно 2 раза в год, простудой. Мне кажется, что с тестостероном абсолютно ничего не изменилось на этой почве. Спешу разочаровать. Однако, когда ты на тестостероне, ты меньше мерзнешь, потому что, в принципе, теплее. Может быть, это как-то прикольно, в этом плане. Зависит от того, почему ты болеешь, да? Вот, офигенный вопрос, спасибо за него. Заметили ли твой переход домашние животные? Может, поменялось отношение, поведение? Может, они не узнавали тебя, твои новые запахи? У меня, кошки 2 были в течение начала моего перехода, потом пришла 3-я кошка с женой. Так что 3-я ничего не поняла. А вот первые 2, особенно первая, Багира, ей 14, уже 15 лет, и она, она меня знает всю свою жизнь, и только последние 4 года я другой. Поэтому я тоже задавался вопросом, как она отреагирует. Честно говоря, мне кажется, что переход происходил настолько плавно, и для кошки тоже, что она просто плавно тоже вместе со мной ко мне новому перешла. Она прекрасно реагирует на меня, как всегда. То есть я говорю ей какие-то ключевые слова, которые я ей говорю, когда я там с ней сюсюкаюсь, и она на них реагирует точно так же. Наверное, если бы это была собака, была бы большая разница. Кошки, они в принципе рады видеть того, кто их, кормит и гладит, понимаете? Думаю, что я, честно говоря, большой разницы не заметил. Я вообще ничего не заметил. Заметила ли она что-то? Спасибо за вопрос. Действительно, я сам думал об этом. Иногда мне кажется, что если я с ней разговариваю, что лучше говорить немного выше, как там: «Ой, ты моя Багирочка, лапочка». Она на это реагирует лучше, чем когда я говорю: «Багира, иди сюда». Даже если я вежливо говорю. То есть, правда, мне кажется, что эти высокие, она больше к ним привыкла. Да и в принципе, кошки, наверное, или вообще животные на женщин часто реагируют не так, как на мужчин. Мужчин они чаще боятся. Вот так вот, например, Шуба, вот эта 3-я кошка, она боится мужчин, и она бывает шарахается от меня. Хотя я просто такой нагибаюсь погладить. А можно рассказать про ФТМ и тюрьму. МТФ отправляют в женскую, а для ФТМ, особенно с несделанным низом, отправлять мужскую же просто опасно. Интересный вопрос, я ничего об этом не знаю. Пишите в комментариях, если кто-то что-то знает, имеет опыт, знает кого-то, кто имеет опыт. Мне интересно было бы знать. Напишите. Спасибо за вопрос тоже. Еще был задан вопрос относительно индивидуальный. МТФ девушка еще не на ЗГТ и спрашивает совета. В принципе, не меня спрашивает, а в принципе, наверное, кто посоветует ли ей сделать операции на кадык и на нос. У нее немного поломан нос. Еще до ЗГТ. И, то есть, стоит или нет.
Я написал, что я не знаю, вправе ли вообще хоть кто-то советовать, и это индивидуальное решение, наверное, должно быть, потому что, знаете, ну есть представление, что, например, мастектомию ФТМом советуют делать только после полугода на ЗГТ, как минимум. Некоторые там хотят, чтобы год, ну, хирурги предлагают, чтобы был год. Почему? Потому что они руководствуются тем, что на ЗГТ грудь немножко уменьшается, ее легче будет вырезать. Однако другие врачи, наоборот, говорят, не надо ждать ЗГТ, потому что от ЗГТ грудь обвисает. И ее тогда более сложно красивой потом сделать, потому что, ну, складки появляются, и их нужно еще и разгладить. Вот, бывает за и против, всякие разные аргументы. Но какие аргументы могут физиологически быть важны в случае с кадыком или носом? Думаю, никакие. Поэтому вот решай, как тебе говорит твоя интуиция, и вот это вот мой единственный совет, к сожалению или к счастью, не знаю. Отвечу еще на один вопрос, он довольно большой, а на остальные вопросы я отвечу под самими вопросами или в Инстаграме. Когда принимаешь слова на свой счет слишком близко, то есть с виду она не хотела ничего сказать о делах, а фраза могла быть вообще не об этом даже, но по нутру резанула так, как быть, как сдерживать себя в таких ситуациях. Вот я попросил уточнить немного. Дальше человек пояснил, что поскольку я не на ЗГТ, сложно предположить, как я буду реагировать на ссоры и мелкие перепалки с семьей. Она знает в основном, как реагировать, любимая, знает, как реагировать, чтобы меня не расстроить. Вот, но проблема в том, что как бы если люди ругаются, то они бывают говорят какие-то фразы, которые потом уже невозможно взять назад. Я сейчас перефразирую. Вот, и как, значит, не психовать. Тут два момента. Первый момент, то, что ты на ЗГТ и ты более агрессивный. Якобы. И есть такая, типа, статистика, что мы на ЗГТ становимся более агрессивные или, скажем, менее эмпатичные. I just want to watch the movie. I'm only gonna say this one more time, sir. Calm down. I'm calm! Если мы находимся в каком-то состоянии, ну, конфликта, то скорее становимся немного более эгоистичными, что ли, и проталкиваем просто свое мнение и свою эмоцию, и на другого типа не плевать. Но раз ты это уже знаешь, кто предупрежден, тот вооружен, то ты можешь с этим работать. Поговори со своей любимой, когда у вас все хорошо, и договоритесь. Вы можете договориться, что у вас будут какие-то, может быть, сигнальные слова или жесты. И на самом деле вы же уже знаете друг друга довольно хорошо, и вы это увидите даже просто в мимике другого человека. Если она увидит в твоей мимике, что ты сейчас будешь гавкать на нее, то это для нее как бы знак, да, что, может быть, стоит остановиться. Слушай, я не знаю, чем ты разозлил этого мужика, но высади меня и звони ментам! Или ты сам можешь сказать, слушай, сейчас стоп, потому что ты чувствуешь, что ты можешь сейчас отреагировать слишком резко. Потому что дело в том, что мы вообще-то, прежде чем мы что-то говорим, мы что-то испытываем, что-то чувствуем, эмоцию какую-то. Потому что у нас в мозгу скользнула какая-то мысль. И мы, может быть, еще даже не знаем, какая мысль. То есть, например, да она просто издевается. Там, дура! Ты что, дура? Совсем спятила? Это граждане! Менты! Что вы не хотите сказать своей любимой, что уже получается не взять назад. И вот, скорее всего, прежде чем ты скажешь это дура, ты почувствуешь в себе, что нагнетается, приходит, подходит. И поэтому в этот момент лучше остановиться. В основном это получается. Чего не получается, в этот момент не получится договориться ни о чем. Не получится разрешить конфликт. И чаще всего мы потому и не останавливаемся, что мы думаем, что если мы будем продолжать, мы обязательно придем к какому-то решению. А точнее, в этот момент мы уже, собственно, не хотим какого-то общего решения, мы хотим просто протолкнуть свое мнение. Просто знай, что это невозможно. Такой момент это невозможно. Если вы особенно оба взвинчены, вы будете оба не особо эмпатичны друг к другу и не захотите идти друг другу навстречу. Вот, поэтому в данном случае лучше сделать паузу и поговорить в следующий раз. Уже с новой строки, так сказать, начать и попробовать встретиться где-то, объяснить другому, как ты себя чувствовал в тот момент, почему ты захотел прекратить этот конфликтный разговор, дабы избежать худшего, да, вот, и теперь давай мы, успокоившись, обсудим ту ситуацию и поймем, что там пошло не так, потому что чаще всего, когда люди успокаиваются, они видят, насколько они как бы из-за каких-то мелочей реагировали очень резко, вот, и эти мелочи становятся уже не такими
опасными и важными. Я сказал, что речь идет о двух вещах. Первая вещь, как я уже сказал, это вот эта агрессия, ты о ней знаешь, и ты можешь как бы предупредить, и вы можете договориться, что вы останавливаетесь, если вы замечаете друг за другом даже эту агрессию. А вторая вещь, о которой я хотел бы сказать, это то, что как реагирует или как себя ведет другой человек, ты не можешь изменить или на это подействовать. Ты можешь подействовать и повлиять на то, как ты будешь реагировать на поведение другого человека. Потому что ты имеешь контроль над собой. Даже если вот в ситуации такой вспыльчивости ты как бы думаешь, что ты уже теряешь контроль и только реагируешь на свои эмоции, это как раз тот момент, когда следует вспомнить, что твои поступки – это результат твоих эмоций, а твои эмоции – это результат твоих мыслей. У тебя какая-то была мысль, как, например, как я сказал до этого, да, она спятила, да, она издевается надо мной, она меня не принимает всерьез, она не хочет, она не считается с моим мнением. Это мысли. И эти мысли может быть только твой выбор так думать. Ты еще совершенно не знаешь, по какой причине она действительно так поступила. Может быть, она вовсе не повела себя так, потому что она тебя не уважает или потому что она хотела тебя унизить. Может быть, у нее были, скорее всего, у нее были на это свои причины, которые касались намного больше ее, чем тебя. Вот. Но это в этот момент разобрать у тебя, может быть, и не получится. Но ты можешь вспомнить, что это просто так, и приостановиться. Дело в том, что эта тема вообще ужасно интересная, я поэтому сказал, что я, может быть, сделаю целое видео об этом. Я уверен, что я на такие темы буду еще делать видео, особенно после или в течение того, как буду ходить на коучинг-программу, которая у меня начнется в апреле. Так что оставайтесь на связи и обращайтесь. Спасибо за внимание. Я очень надеюсь, что мои ответы на ваши вопросы были достаточными, полноценными и помогли. Спасибо большое за ваши подписки. Я их на самом деле очень ценю, так же как и комментарии и лайки, если вам понравились мои видео. До следующего раза.